Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий на связи прямо сейчас. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Рад вас видеть. Взаимно. И вы знаете, такая достаточно напряженная атмосфера перед саммитом НАТО в Турции. Трамп туда уже собирается, там, говорят, целый отель оцепят ради него. Будет встречаться, ну, кроме НАТО, с Аль-Шарауи, ну, это Джулани, бывший сирийский, очень демократический лидер, который недавно назначил депутатов. Говорят, так, депутатами будете. Ну и с Зеленским тоже ожидается встреча. Причем перед встречей накрыл Белый дом скандал жуткий с вот этой красной карточкой нападающим американской сборной. А он там, выйди и скажи, ну, слушайте, красная карточка, что это такое? Уже всем подряд раздавать красные карточки. Да и судья какой-то, я, говорит, не хочу скандалов, но судья плохой человек, там у него шлейф какой-то. Короче, выкрутил это все так. Причем абсолютно на голубом глазу, да, говорит, ФИФА звонил, и они отменили дисквалификацию на следующий матч. Ну, нельзя же лучших игроков лишать чемпионата мира, ей-богу. А если Роналдо, Месси получит? Я почему так вот останавливаюсь на этом? Потому что ровно так же он говорит о том, что мир вообще ближе, чем многие думают в Украине, в войне между Россией и Украиной. И вообще на Путина давят, и, собственно, он хочет войну закончить уже сегодня, поэтому вполне вероятно, что на этом саммите будет решаться судьба войны. Это как с красной карточкой будет решаться? Что думаете? Ну да, вообще, если говорить об американской политике, политике Дональда Трампа, он яркий представитель американского руководства. Война будет решаться на саммите НАТО. Красная карточка там будет решаться. То есть сейчас война решается не только на полях сражений, война решается в инфраструктурной войне, которая достигла своего пика. И я вот просто сейчас смотрю на все это и думаю, я бы ни за какие ковришки не хотел бы быть президентом ни Украины, ни России, ни еще либо чего, потому что решение очень сложное. Но, кстати, по поводу того же саммита НАТО, да, вот здесь, я читаю Униан, есть такое агентство. На саммите НАТО Украину отодвинут в сторону, чтобы не раздражать Трампа. Это пишет The Telegraph. Да, и Зеленскому не дадут выступить с речью на саммите в Анкаре, чтобы он не вывел из себя Трампа. Это сообщение The Telegraph. В общем, понятно, что к саммиту НАТО стороны должны были представить свои достижения. Вот, что является достижением со стороны Украины. Украинские патриоты очень ждали захвата Крыма. Очень ждали захвата Крыма. Кто-то там говорил 4 июля. Но я бы не стал исключать такой возможности. Нет, не в том плане, что там ВСУ дружным строем через Перекоп заходят в Крым. Там нет, не так это все будет выглядеть. Сегодня ночью Крым страшно кошмарили. Вот, я там связывался с товарищами. Ну, выключили всю энергетику, достаточно сильно раздолбили и подстанции электрические. Уже там про топливо вообще никто речь не идет. Там речь в другом. Дело в том, что эту операцию последние 5 лет очень упорно готовили Ми-6 с турецкой разведкой военной. Там подготовлено порядка 10 тысяч боевиков. Ну, сейчас так получилось. ФСБ внезапно обнаружили более 40 схронов с оружием. То есть, туда было завезено оружие. Турецкие серые волки. Это спецназ Эрдогана личный. Готовил эту войну. Ну, понятно, Ми-6. Понятно, спящие украинские граждане, да, которые типа стали российскими. Но они тоже были завербованы и подготовлены. И, по всей видимости, такой вариант можно рассматривать как некую внутреннюю террористическую операцию, восстание, где в определенных местах захватываются узлы связи, главные транспортные развязки, блокируются. Ну, понятно, электроэнергия, она и так заблокирована. Сюда вмешивается НАТО со спутниковой поддержкой, с блокировкой любых систем связи, с рэбом. И в это время начинается вот такое тихое восстание. То есть, план разработан детально. Это все, в принципе, могло бы получиться. Получится или нет, посмотрим. Время покажет.
Для России это будет означать суровейшее поражение, страшнейшее. Для Украины будет означать, что на саммите, а наше видео выйдет завтра, 7 июля, на саммите НАТО Зеленский покажет успех. Но пока что все, что показывает Зеленский, это вынос топливной инфраструктуры России. Было такого в Омске НПЗ. Россия поднимала на перехват Су-57. Вот. Но все же долетело. Пожар есть, о разрушениях неизвестно, наверное, никто пока не скажет, но это крупнейший завод в России, более 20 миллионов тонн нефтепродуктов и переработки сырой нефти. По Украине тоже хорошо прилетело, особенно ночью по Киеву, и достаточно сильно досталось именно завод Визар, да, понятно, да, там, где собирались, ну, это вообще это авиазавод, который занимался производством управляемых зенитных ракет класса Земля-воздух. Там до сих пор где-то, вот сейчас мы пишем, там до сих пор идет вторичная детонация, что-то детонирует. Ну, видимо, попали куда надо по военным целям. Ну, и потом, конечно, пострадали и жилые дома. Кстати, завод Порошенко-Рошин кондитерский. Какие же хорошие были торты раньше, по 40 гривен, лет 15-20 назад, когда еще они, там подождите, были... они сейчас тоже есть, только значительно дороже. Но тут смотрите, какая история. Вот, вот эту как бы... Смотрите, это все люди-то видят. Просто главный-то вопрос возникает. Как приблизится окончание войны? Вот в чем вопрос. Просто то, что сегодня все замалчивают на Украине, да, на украинском, скажем так, поле, медиаполе, это вот ПВО нет, или оно не стреляло, или это до такого степени истощилось столичное ПВО. Это первый вопрос. А второй вопрос: а как так получается, что согласно всем нормам и правилам подобные склады подобных боеприпасов располагаются фактически за спинами мирных жителей? Вот этот завод и этот прилет в Вишневом с эвакуацией 500-600 там человек, с детонацией повторной, ну, там 5 улиц снесло, а это невозможно. Потому что склад должен быть, ну, собственно, подальше от местных, от мирных жителей. А так, получается, все в эпицентре. Это тот немой вопрос, который, переглядывая, задают все друг другу, но ответ только один. Ну, это ж Россия агрессор, Россия разбомбила, Россия виновата. А вот там ракета ПВО прилетела, эти кадры жуткие все видели. Ну, так, если бы Россия не била, ПВО бы не стреляла, короче, Россия виновата. А нормальных таких внятных ответов мы как бы не имеем. Война идет на самом деле 5-й год. Геннадий, 5-й. И за эти 5 лет уже вполне можно в чистом поле какой-нибудь Черкасской области, абсолютно секретно, абсолютно там на удалении, можно прорывать тоннели, можно, типа, метрострой как бы остался какой-никакой в Украине. Можно делать все, что угодно, зарывать все в ангары. Но мы этого не видим. Мы видим, как тактика не меняется, все клепается за спинами мирных жителей. Ровно точно так же вот в Омске НПЗ привели в пример. Там же все немножко в шоке, потому что даже как бы противник считал, пишут российские обозреватели вот этого события, что ВСУ считали, что он достаточно укреплен, этот объект, а получилось, что нет, и взлет там А-50, там и сушки этой новой, то есть это признак отчаяния. Кажется, что вот нам все рассказывают, что война будет очень долгой, такой, знаете, долгой, мучительной. А ты так смотришь, а никто системных решений к долгой войне не принимает. Или эти системные решения просто по-другому выглядят, а мы немножко не понимаем эту логику. Не, конечно, там логика есть. Слушайте, ну, я смотрю, и я просто снимаю шляпу перед планировщиками. Абсолютно, конечно, там есть логика. Логика, ну, я вам скажу, по заводу Визар, да, там логика была простая. Логика была такая, что Россия не нанесет удар, поэтому там безопасно хранить большое количество боекомплектов. Потому что достаточно густонаселенный жилой район. Если Россия это сделает,
Украина покажет, что, ну, смотрите, уже сносят прямо, ну, микрорайонами. Жилые дома сносят микрорайонами. Это военное преступление. Так делать нельзя. Но на самом деле военное преступление разместить такое количество взрывчатки в жилом районе. И потом надо понимать, кто такой Зеленский. Зеленский это же не штатный военнослужащий, который закончил Академию Генштаба, там, как Залужный. Да? Зеленский это пиарщик. Поэтому очень многие его действия объясняются пиаром. И его заявление о встрече в Константиновке с Путиным. И вот это вот самый, и этот самый Визар. Почему? Они же могли его разместить чуть подальше. Там полно мест. Я просто знаю, Киевская область супер перенаселенная. Там нескончаемые населенные пункты. И там полно промышленных объектов. Но он это сделал потому, что было понимание, что по гражданским объектам долбить не будут. А когда будут, то и сами виноваты. То мы вас вообще осудим, мы Совбез ООН созовем и скажем, смотрите, какие вы подонки. Но Зеленский не учел одно. Там же появились кадры видеофиксации и вторичная детонация, которая идет 6 часов. Уже никто не скажет, что это был удар по жилому району. Точно так же Кличко, да. Вот он показывает эти горящие многоэтажки, жилые. А потом откуда-то из какой-то ямы, из черной дырки возникают прилеты вот этих ракет. Военные специалисты говорят, что эти Патриоты, они были сняты из хранения, те, которые списаны, но не уничтожены. Они стояли в очередь на уничтожение, потому что очень много ракет было использовано на Ближнем Востоке. Там все-таки американские базы, их достаточно много, их десяток. Очень много было передано Израилю. И на просьбу Украины дать ракеты, поскольку установки сами есть Патриот, дали ракеты те, которые были. Это лучше, чем ничего. А это же не значит, что они все 100% неправильно работают. Да? Но какая-то большая часть не сработала. И попала в жилые дома. Поэтому здесь я не вижу никакой, как бы вам сказать, вот то, что называется real politics, здесь его нету. Здесь все эти договоренности, все, что происходит, все это под ковром где-то. Мы с вами не знаем. А давайте мы с вами такую построим конспирологическую теорию. А давайте мы представим, просто это сказка, это мое оценочное суждение, моя фантазия воспаленного моего сознания, что, а вдруг, допустим, и один, и другой президент воюющих стран, по вечерам сидят в одном и том же клубе и слушают джазовую музыку. И переговариваются, как им делать. Вот если вот с этой точки зрения посмотреть, если подумать, что это все глобальный план, то тогда прямо открываем наш учебник жизни, по которому мы живем, это The Great Reset. Это вот великая перезагрузка Клауса Шваба. Там же все прописано. И топливный дефицит, например, да, который уже сейчас и Украины части коснулся, и России он коснулся. Это же прям вообще то, что нужно. А если я читаю заявления российских чиновников, то они под шумок топливного дефицита обнародуют план до 2035 года в целом отказаться от личного автотранспорта. И выделять 6 триллионов на развитие инфраструктуры общественного транспорта. То есть, допустим, я сторонний наблюдатель, я просто смотрю со стороны. То есть, происходит война, серьезное разрушение, серьезные инфраструктурные проблемы, топливный дефицит. В это время, я вот просто сегодня ездил там к зубному врачу по Москве, весь район полуперекрыт, меняют бордюры. Понимаете, идет война, выносят Омский НПЗ, самый крупный в России. В этот момент я там насчитал около 50 единиц техники. То есть, это огромный микрорайон Москвы, который весь перекрыт. Там по одной стороне улицы можно двигаться, идет замена бордюров. И вы знаете, если рассуждать вот в такой логике, как я предположил, что, допустим, лидеры двух стран выполняют какой-то глобальный, очень важный для человечества план, тогда логику найти легко. Если ее искать в военной стратегии, что кому лучше, что кому хуже, ее найти очень сложно. Нет, я, конечно, знаю сложные многоходовые операции, когда один из противников показывает заведомую слабость, показывает полное поражение, вводя в заблуждение другого, и при этом вдруг ни с того ни с сего что-то начинается. Например, захват Крыма
вооруженными бандитскими формированиями «Серые волки» турецкими с крымскими татарами во главе и спящие украинские ячейки СБУ. Вот, например, такое вот развитие событий. И второе, допустим, давайте пофантазируем. Лукашенко прилетает к Путину в Москву, они 2 дня за закрытыми дверями о чем-то говорят. Оттуда прямым рейсом он летит в Пекин. А в Пекине, чтобы вы знали, у Лукашенко очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, несмотря на несопоставимые, конечно, размеры Республики Белоруссия и Китая. Но там учится его сын. Там учится его любимый сын Николай. Он закончил университет с отличием. Очень хорошо закончил. Он свободно говорит по-китайски. В Беларуси работают десятки китайских предприятий. Десятки китайских предприятий. И батька, понятно, некоторые обзорчики говорят, что Путин склонял Лукашенко к открытию фронта. Да? Ну, или хотя бы предоставить свою территорию для фронта. Батьке это вообще не надо. Абсолютно. Потому что он понимает, что в первый же день вынесут 2 НПЗ, скорее всего, легко вынесут. У Украины сейчас такие возможности, они могут тысячи беспилотников послать, и какая бы там ни была ПВО, его вынесут. Да? А дальше начнутся проблемы, начнутся военные действия. Ну, и, конечно, он полетел посоветоваться с товарищем Си Цзиньпином. О чем они говорили, естественно, мы тоже не узнаем. Но батька по прилету заявил, что пусть только сунутся, мы всем покажем. Ну, значит, какую-то поддержку он заручился. Второй момент. Вчера ночью на 1,5 часа в Москву прилетает министр обороны Ирана. Прилетел, через 1,5 часа вылетел обратно. Возможно, в этой коалиции Китай, Иран, Россия, Белоруссия. Возможно, в этой коалиции готовятся какие-то контрмеры. Но вообще было бы странно, если бы они не готовились. Но такие же контрмеры готовятся и в коалиции желающих вместе с Украиной. Они тоже готовятся. И какая из них будет более серьезная, непонятно. Я, например, ожидаю, что вот к саммиту НАТО 7, 8, 9 июля будет предпринята попытка выноса Крымского моста. Это просто должно быть обязательно. Потому что если будет захват Крыма, то планируется захват Крыма, то вынесут Крымский мост. Это однозначно. Я планирую, у России есть возможности поднять эскалацию на новый уровень. То есть, здесь как бы нет такого, что Россия абсолютно беспомощна и ничего не может предпринять. Мы с вами знаем 5-6 мест на территории Украины, куда можно долбануть, причем гарантированно долбануть, и недели 2 и все остановится. Есть такие места, но почему-то по ним никто не долбит. И этого не происходит. Мосты хорошо, ладно. Вот говорят, мосты через Днепр. Практика показала, что не так просто снести мост, построенный Советским Союзом. То его можно сносить бесконечно. Он не сносится и не сносится. То есть, там с большим запасом. Но есть определенные точки, куда можно нанести удары и просто прекратится логистика. Прекратится логистика и прекратится сообщение. Этого не делается, понимаете? Мы с вами не стратеги, мы не входим в закрытые всякие группы спецслужб, где с нами там кто-то обменивается информацией. Мы просто смотрим по полю, что происходит на поле. А на поле происходят вещи, которые не укладываются в логику. Вообще, если говорить об этой войне, она сама логична абсолютно. Она вообще не подлежит никакой логике. Зачем России, допустим, было ослаблять себя? То есть, для чего Россию ослаблять Британии и США, это и так понятно. Это всем ясно. А теперь, что вы сказали вопрос насчет празднования 250 лет США и перспектив все-таки мира, которые могут сейчас возникнуть. Перспективы мира, которые сейчас могут возникнуть, только связаны с тем, что Россия капитулирует. Потому что России будет невыносимо там свою логистику, значит, как-то осуществлять. И Россия капитулирует. Второй момент. Что такое Россия капитулирует? Подождите. Что такое в смысле, Россия капитулирует? Россия, Трамп же написал сегодня в Твиттере, что типа Путин требует мира прямо сейчас. Это же написал. Да, Путин хочет мира. И выглядит это все некрасиво. Выглядит это все так, как будто бы Путина загнали в угол, он позвонил Трампу и сказал: все, готов, сегодня готов. Да? Это о чем говорит? Мы можем это расценить как стремление к миру, усталость от войны, объявить перемирие по линии разграничения, снять требования России
о выводе ВСУ с оставшихся городов Донбасса, вот это. А я говорю, что, ну, как бы и многие так считают, что это капитуляция. Капитуляция, да, то есть, если сейчас по инициативе России будет заключен мир, это капитуляция. Со стороны Зеленского. Зеленский понимает, что соотношение сил на поле боя неравное. Зеленский знает, и как они доложила разведка, украинские официальные лица начинают говорить в частных интервью о том, что Россия прибегнет после выборов к мобилизации. К обширной. Ну, То есть, не знаете, такой, тут как был. разные в частных разных интервью даже говорят, что это, конечно... Причем я знаю этого эксперта, вроде толковый мужик, экономист, Длигач есть такой, да, профессор он там, доктор экономических наук, ну, толковый, никогда ерундой такой не, собственно, не страдал. А тут выходит, говорит, мы моделировали, и ядерный удар по Украине со стороны России – это типа хороший для нас вариант. И все так Да. немножко так и в Нет, нет, смысле. подождите. В любом действии есть своя логика. Если вы помните, Маргарита Симоньян, глава агентства, да, нашего российского главного государственного, сказала, что над Сибирью было бы неплохо взорвать ядерные заряды. Для чего? Для того, чтобы вывести околоземную спутниковую группировку, низкую. Вот. Что бы это дало? Ну, это бы дало то, что там ВСУ потеряли бы связь. То есть, ну, просто пропали бы. То есть, над обширной территорией были бы сбиты тысячи спутников. Причем, неважно каких. Это были бы и китайские спутники, и российские. Любые, которые бы там пролетали, они бы все сели. Ну, они бы все были разрушены. И, ну, ее покритиковали, все покрутили у виска. Ну, как бы в этом, в принципе, есть логика. То есть, когда игра не получается по правилам, то выиграет тот, кто перевернет стол. Вот применение тактического ядерного оружия России сейчас, в принципе, могло бы перевернуть стол. Да, могло бы. Но как бы применение тактического ядерного оружия впервые с 1945 года Россией ставит ее на международной арене практически вне закона. Ну, практически ставит ее вне закона. То есть, за Россию тогда не вступится ни Китай, ни кто другой. Все отвернутся. Ну, может быть, только Северная Корея. Скажут, что русские были правы. Так и надо было делать. Все остальные не вступятся. И любые контакты, которые сейчас есть, и любые исключения из санкций, которые сейчас существуют, ну, там, для российского теневого флота, для импорта, для экспорта нефти, для других удобрений там, и так далее, они просто будут аннулированы в этот же день. И как только Россия применит тактическое ядерное оружие, да, в этот же день будет это все аннулировано. И почему? Потому что, ну, я считаю, это будет величайшая глупость тактическое ядерное оружие применять по Украине. Но Так а для было бы Украины это чем неплохо. хорошо? Я вот, А понимаете... Украине чем хорошо? Ну как, смотрите, фактически, если сейчас страны коалиции, которые поддерживают Украину, делают это максимально осторожно, ну, то есть, там шлют оружие, дают развединформацию, понятно, что ни одна атака по НПЗ, почему атака на Омский НПЗ была удачной? Допустим, мы не знаем, насколько, ну, наполовину, считайте, все равно долетело и все равно горит. Если они там подожгли емкости с хранением мазута, допустим, ну, это полбеды. Главное, чтобы возгонные колонны остались. А если по колонне ударили, ну, все, Омский НПЗ закрыт. Так же, как и Московский НПЗ. Так вот, для того, чтобы провести туда беспилотники, должна быть онлайн-связь с американской спутниковой группировкой высокого разрешения. Потому что американцы в режиме реального времени видят каждый вертолет, каждый самолет, видят взлет даже. Если он взлетает из другого города, они видят. И они обведут беспилотник так, они его сами ведут, что он не попадет ни на какие радары, никуда. Облетит все и попадет точно в цель. Это делают сейчас американцы. Но чего они не делают напрямую? Чего вот сейчас НАТО и союзники не делают напрямую. Например, они не обстреливают Россию крылатыми ракетами со своих территорий напрямую. Они этого не делают. Да? Но если будет применено тактическое ядерное оружие, то, возможно, пройдет 24 часа, и по России будет нанесен ответный удар тактическим ядерным оружием. По электростанциям, по инфраструктуре, по центрам управления прям реально будет нанесен тактический ядерный удар. А после того, как это будет сделано,
Украина как бы снимает с себя это старую шинель, дырявую уже, прокисшую, и передает европейцам. Поэтому, а он и говорит, что Украине это прям вообще, это будет просто вообще великолепно, если это случится. То, что, возможно, удары будут нанесены по Украине, будут какие-то ужасные разрушения, погибнут люди от вторичной радиации. Ну, в принципе, тактическое ядерное оружие, не такое ужасное. Все зависит от погоды, от ветра, от осадков там, и так далее. То есть, огромных жертв не будет. Но само по себе мировое сообщество расценит это действие как чудовищное антигуманное преступление. Чудовищное. И с Россией больше никто считаться вообще не будет, торговать не будет. То есть, закроется все. И я думаю, что может быть и в первую очередь Китай. А выход Китая из этой коалиции будет означать для России проигрыш, окончательный проигрыш в этой войне, причем с последующим расчленением, обезоруживанием, вывозом ядерного оружия, ну и так далее и тому подобное. Куда вывозом? А? Ну, куда вывозом? Как? Геннадий, нет, конечно, мне так нравится с вами сидеть и фантазировать. Но давайте тоже немножко на реальность обращать внимание. Куда вывозом? Вон, у Ирана даже нет ядерного. И что, вывезли? Вывезли куда-то? Не, меморандум Подождите. подписали, хорнят Аятоллу. У Ирана. А у России, где есть стратегическое ядерное оружие, которое, возможно, может уничтожить весь мир. Ну, то есть, просто, понимаете, когда вы так легкомысленно говорите там, ядерном оружии, проблема ядерного оружия в чем заключается? Применение тактического по территории Украины. В том, что это все. Ну, то есть, дальше могут наноситься вот такие же удары, как по Киеву, вот позапрошлой ночью, с 1 на 2, то есть, только с ядерным оружием. Все, эта грань снята. И вот тогда точно никто не повоюет. И тогда уже, конечно, это все быстро-быстро начнут заканчивать. Но только вот такой быстрый финал войны возможно. А когда это все закончат, вот эта вся история с санкциями, со всей этой изоляцией, Китай отвернется. А куда он повернется, Китай? Ну вот куда? Над ним нависает Трамп. Он сегодня заявил, говорит, давай, Си Цзиньпин 24 сентября ко мне приедет. Я так понимаю, что до 24 сентября должны закрыться полностью вопросы Ирана. И, наверное, раз так Трамп взялся за Украину, и украинские вопросы. Ну, слушайте, они не закроются. Не закроются. Вот смотрите, сейчас начало июля, 24 сентября война не остановится. Ну, просто она не остановится, потому что, давайте с вами так подумаем логически. Европа готовится к войне, да? Четверть бюджета Федеративной Республики Германия – это уже военный бюджет. Это сейчас понятно. Они для чего это? Это что, фальшстарт? Они для чего это делают? Они сократили на 17% социальные выплаты и другие, медицину там и так далее. И перенаправили все деньги на оборону. Это фальшстарт? Подождите, по-моему, так никто не делает. Потому что централизованное планирование на Западе, да, оно осуществляется из одной точки. И никто ничего просто так делать не будет. Мы же с вами о чем говорим? Что войну закончить обычными средствами, переговорами, взаимным давлением, уничтожением инфраструктуры, видите, не получается пока. То есть, войну можно закончить как? Перевернув стол, нарушив правила. А пока война идет по правилам, по договорнику, как вот говорят про вот этот завод Визар, это же как бы говорят, что это был договорняк, да, что вы это не трогаете, да, и не трогаете, потому что там густонаселенный жилой район. А Россия, значит, она чего-то там нарушила, этот договорняк, и стала трогать. А то, что Зеленский сейчас оглядывается, там обыски по пути следования проводит, стал бояться за свою безопасность. Вопрос, что ему бояться? Он же знает, что есть жесткое обещание Путина, да, есть жесткий приказ не трогать Зеленского. Вы же все сами видите, что как только Зеленский из Киева куда-то, по Киеву начинаются массированные обстрелы. Когда Зеленский в Киеве, такого нет. Беспредела нет никакого, никаких обстрелов Киева нет. Соответственно, значит, были какие-то договоренности. Крайний обстрел вроде как был. Мы с вами не знаем. Мы с вами не знаем, где был Зеленский в этот момент. Ну да, и откуда, с каких кабинетов он записывает. Вот откуда он это все записывал, да, это совершенно непонятно. Но в целом, я вам просто говорю про тенденции. Я же не говорю, там, у меня нет закрытой информации, нет, где, в каком... Я в целом... Геннадий, вот тут очень важный момент. Вы так сказали, что
договоренность, ну, судя по всему. А чего? А кого тогда? Хорошо, если Путина мы отметаем в сторону, и его, типа, слово, оно до сих пор, вот то, о котором Беннет рассказывал. А кого тогда боится Зеленский, раз не Путина? Нет, Зеленский как раз и боится, что, возможно, если там Путина прижмут к стенке, он пойдет ва-банк. Там же этот договор обоюдоострый. Там же такое, что никто не наносит удары по Путину, где бы он ни был. Же человек разъезжает по миру, по стране, да? Ну, там не так обширно, как раньше, но достаточно. Смотрите, его личную резиденцию атаковали. Все же знают, где бункер Зеленского загородный. Никто туда ни разу ничего не прилетало. Даже близко, рядом ничего не прилетало. А здесь, видимо, произошло что-то, что дало Зеленскому понимание, что некие договоренности были нарушены. Он, ну, то есть, первым нарушил сам Зеленский, куда-то не туда стрельнул, куда надо было стрелять. Соответственно, ему дали понять, что эти договоренности больше не работают. И, конечно, он никогда не опасался за свою жизнь, исключая первые 2-3 дня войны, там были у него какие-то меры предосторожности. Затем он спокойно разъезжал. Вы же видели, что он приезжал и на передовую, он и в Бахмуте, где он только не был. Зеленский на передовую приезжал, он вообще ничего не боялся, потому что была такая договоренность, никто не стреляет по Зеленскому и никто не стреляет по Путину. Вот. Как это может быть ему угрожать? Это очень просто. Это может быть не какая-то ракета гиперзвуковая по его бункеру. Нет. Это может быть спящие агенты, которые в Киеве, вы знаете, есть. Да? У России есть более 2000 спецназовцев, диверсантов, которые живут и работают в Киеве с украинскими паспортами, с чистыми лицами там, и так далее. Они же тоже, это же тоже их можно поднять. То же самое и в Москве. Но если в Крыму их там более 5000 человек, тренированных диверсантов украинских, то почему в Москве не может быть этих же самых диверсантов? То есть, ты не знаешь, откуда прилетит. Поэтому, как бы, вот это поведение Зеленского, да, вот эти проверки квартир по пути следования домов там, и так далее, как раз говорят о том, что он эту угрозу принимает очень серьезно. Он же раньше смеялся просто. Просто хохотал, когда говорил о покушениях на себя, но он просто смеялся. Было видно, что он себя чувствует очень уверенно. Значит, возможно, Александр, сейчас, в последние дни, были нарушены какие-то договора. А мы знаем, что даже когда идет война, стороны все равно договариваются. Мы же видим с вами обмен пленными. Он же происходит. Происходит. Обмен телами происходит. Даже сейчас вот ведутся переговоры. Дальше мирных жителей там, Курской области возвращают в Россию. Россия возвращает. Ну, то есть, все равно контакты ведутся. В любом случае, какая бы война ни шла. Ну, значит, возможно, по этим контактам кто-то передал или у него появилась информация, что договора эти больше, возможно, не действуют. То У меня, есть, кстати, вопрос по этому поводу. Давайте, пока мы здесь, ну, вокруг этой темы обсудим. Во-первых, что происходит с Константиновкой? Это прям очень интересно, комплексно и точечно, детально. То есть, общий ваш взгляд на ситуацию и более детальный. Тут же такое из ряда вон событие произошло, но за вот этими обстрелами, за этой всей шумихой на самом деле... Да и вообще уже как бы люди отвыкли следить за тем, что происходит на фронте. Извините, конечно, люди. Я понимаю, что это все равно болит, это все равно там продвижение, все дела. Нас просто так приучили, прививку такую сделали, что а что там на фронте? А там избушку лесника захватили, а там какое-то продвижение, а тут мы там что-то контрнаступление, а вообще плевать, все равно. Но тут не все равно. Значит, Банковая отказалась от перемирием для того, чтобы забрать тела украинских солдат, которые в Константиновке. Об этом сообщила Минобороны. Пошли дальше там в жесткую, что вот, ничего на самом деле нет, это все вранье. Но, то есть, цель-то хорошая, гуманитарная. Ну, то есть, погибших могла забрать одна, другая сторона. Эта цель, я просто всем напомню, о чем договаривались. Это в духе Стамбула II. Помните, Мединский группа, там Умерова группа, одними меморандумами. Это почти год назад, чем закончилось все. И там тоже такие были локальные перемирия. И тогда тоже отбрасывали это все. Ну, то есть, локальное перемирие там на сутки, там на полдня. Взяли, позабирали своих, растащили, продолжили дальше воевать. Но Украине нельзя было этого делать. Есть несколько версий, почему Украина отказалась именно от такого события.
Ну, понятно, что это саммит НАТО, да, нельзя, как это, потеряли Константиновку, то есть нет ни в коем случае. Вторые, там другие версии, которые приходят в голову, вообще кощунственные, о том, что а, тела не вывозят, чтобы не платить, знаете, такие абсолютно бытовые вещи. Ну, или, например, о том, что если организовать вот это действо, перемирие там на сутки, чтобы позабирать тела, ну, тела же сами никто не будет забирать, это будут живые с поля боя тянуть тела своих там товарищей туда, да, ну, как бы подальше из города. Ну а как это? Выжившие в таких обстоятельствах солдаты в большом количестве, это, конечно, разлагает армию, поэтому решили как бы это все закупорить и гнать туда на убой еще штурмовиков. Короче, воевать, да, за эту Константиновку, которая то ли пала, то ли не пала. Ну, короче, воевать до последнего. Что вообще происходит вокруг этого населенного пункта и как все вывернется? Будет ли это чем-то знаковым, на ваш взгляд? Это могло бы быть знаковым. Помните, мы с вами буквально 15 минут назад говорили, что Зеленский это не геостратег и не военный кадровый, но Зеленский отличный пиарщик. И, конечно, по пиару он фору даст любому. Россия проиграла все пиар-войны с Украиной. Все, какие только можно. То есть, Россия на стороне пиара не работает. Ну, что у нас пиар? Симоньян и Соловьев. Ну, извините. Такой же пиар со стороны Украины Гордон. Нет, я с вами буду сейчас спорить. Именно по ситуации в Константиновке. Сейчас, подождите. Смотрите, Давайте пока... вываливает офис президента флешмоб солдатский, где украинские военные записывают видео, что Константиновка наша, никто, ну, то есть никто не захватит. Мы в Константиновке, мы такая-то бригада, вот это все. Прям много видео. А российские военные показывают пленных украинских, которые говорят, да, я украинский военный, я в Константиновке, она под контролем, но есть нюанс российской армии. То есть тут уже начинают, такого раньше я не видел от, скажем так, ну вот такой разнарядки. Поэтому Россия, вот как раз вокруг Константиновки сошлись вот эти стрелы пиара. Это саммит НАТО. Это саммит НАТО. Смотрите, за последние годы Украина не взяла, не отвоевала ни одного такого населенного пункта, как Константиновка. Звучит как деревня, да, какая-то Константиновка. Но кто был на Донбассе, кто жил там, тот знает, что Донбасс это очень густонаселенное место. Там нету, ты едешь справа лес, слева поле, нифига. Там одна деревня кончилась, другая начинается. А Константиновка это просто супер город. Константиновка, наверное, побольше будет, чем некоторые областные центры Украины. Например, Житомир 120 тысяч, а Константиновка сколько? Это бесконечная агломерация, понять границу невозможно. Она очень важна. Почему именно к саммиту НАТО? Сейчас объясню. Дело в том, что Россия переняла опыт Зеленского. Зеленский хороший учитель. И решила сделать на этом пиар. Каким образом? Там действительно очень много погибших солдат. Понятно, что когда идет война в городской застройке, то погибших очень много. Причем, с обеих сторон. Что там на самом деле происходит? По данным с мест, ни военблогеров, ни там телеграм-каналов, а те, кто там воюет, там где-то несколько сотен украинских военнослужащих осталось в Константиновке. Я смотрел по украинским, там просто солдаты бегают по городу, ищут возможность выйти оттуда. В целом, так, честно говоря, Константиновка пала. Все, ее не поднять уже, ее не спасти. ВСУ ее не отобьет. Но смотрите, что предлагает Россия. Россия предлагает не просто перемирие, там, например, с 9 утра до 16 часов, для того, в светлое время суток, для того, чтобы забрать тела. Россия предлагает, а Россия говорит, а Украина, мы вам не верим. Украинцы говорят, а мы вам не верим. Вы нам объявите перемирие, мы сейчас выйдем, себя покажем под ваши дроны, да, а вы нас тут же покосите. Или там перемирие закончится в 4 часа, и капец нам. А Россия говорит, не-не-не, мы пригласили 20 корреспондентов ведущих мировых СМИ, которые не дадут нам совершить такую подлость, как ударить вам в спину там, и так далее. Но давайте с вами подумаем, а что увидят эти 20 мировых СМИ, когда попадут в Константиновку во время перемирия?
они увидят горы трупов. Это будет трагедия вообще. Для Украины это конец жизни. Потому что они увидят там тысячи погибших военнослужащих, часть из которых уже в ужасном виде, не для телевидения точно, это все показывать, да. И они засвидетельствуют эти как бы журналисты, 20 журналистов, они засвидетельствуют тот факт, что Константиновка полностью под контролем России. Полностью, потому что там, где они будут ходить, будут стоять российские блокпосты. По видеометкам, по геолокациям, российские флаги везде, по всему. Ну, вы знаете, как флаги иногда засылают диверсанту, он флажком помахал, сняли, и его убили, может быть, после этого. Да? То есть, там вопрос непонятен. Но когда туда приедут журналисты, а они будут ехать с российской стороны, международные журналисты, или с украинской стороны, неважно, они увидят катастрофу и этот весь ужас, который там произошел. И тогда для саммита НАТО эта картинка, представьте, как Рейтерс умеет клеить картинки, ой, как красиво, она будет являться катастрофой. То есть, те люди, которые там соберутся, они посмотрят, скажут, что это нет, это не война, это какой-то, это мясной цех. Просто. Поэтому Украина на это не соглашается. А со стороны России, конечно, это пиар-ход. Потому что как бы и начальник генштаба, и президент уже объявили о том, что Константиновка взята. Украина говорит, да ничего там не взято, идите, вот мы тут все, значит. Они предлагают, пусть нас рассудит третья сторона, международные журналисты, из самых, что ни на есть, прозападных средств массовой информации. Но еще раз говорю, это пиар-ход. А теперь давайте с вами логически помыслим. Как вы считаете, если бы Константиновка была полностью под контролем ВСУ, согласился ли бы Зеленский на 20 журналистов? Конечно бы согласился. Они бы пришли туда и сказали, да Путин все врет. Константиновка полностью украинская. Понимаете? Зеленский на это не может согласиться по той причине, что Константиновка потеряна. Все. Ну, там есть 300-400 человек. Да, они действительно там находятся, сопротивляются. Но туда какими-то путями, хотя вся дорога простреливается, подвозят новые подкрепления. Это правда, да, подвозят. И война там идет, она не остановлена. Нельзя сказать, что там идет типа серая зона, зачистка. Ну, с точки зрения России идет зачистка. На самом деле настоящая война. Поэтому еще раз говорю, вот это пиар-ход, пригласить 20 журналистов, отвергнут Украиной по одной простой причине. Константиновка пала. Все, вопрос закрыт, там даже нечего обсуждать. Ну, понимаете, Константиновка, как бы ключ к Славянску, Краматорску, так Путину докладывали, да? Да. То есть, Да. это все пойдет вот туда, Да. в ту сторону. Вот эта война, и она туда идет, там уже со Славянска, как бы там не так далеко, Николаевка и так далее. Но тут же важен другой аспект. Так, а если вот такая ситуация, почему не там включить улыбающихся американских товарищей, вывести, ну, условно, войска и сказать, ну, вот так, давайте, а дальше по линии соприкосновения. Вы имеете в виду не Константиновку, а вообще сейчас, да, Да. по Донбассу, по этому участку фронта, да? Ну, никто в этом не заинтересован. Почему вот вы, когда спрашиваете, а возможно ли сейчас быстрая остановка войны? Нет, невозможно. Если бы она была возможна, то в Крыму сегодня утром не нашли бы 40 схронов с оружием. Огромные схроны с оружием. Их бы не нашли, понимаете? И не готовился бы переворот в Крыму. То есть, захват власти изнутри. То есть, Россия типа ждет, что с Перекопа, с Армянска там откуда-то полезут. Или по Кингурской косе зайдут через этот искусственный остров. Да? А на самом деле, все будет сделано изнутри. Если бы Украина, допустим, такая ситуация. Как говорит Трамп, Путин хочет мира. Готов. Все, готов. А Украина не хочет. И даже не так Украина, как ее европейские партнеры, вся коалиция этих нежелающих. Они не хотят мира. Допустим. А вот Путин хочет. Да? То надо сделать так, чтобы у них не было другого выхода. Чтобы именно этот мир подписать по линии разграничения. А это они могут сделать только в одном случае. Только в одном случае. Ну, например, какой-то страшный проигрыш. Ну, не знаю, например, прорыв в Харьков. Ну, вот Россия там, ну, к примеру, вот, допустим, Россия взяла там
20 бригад поставила и Харьков захватила. Вот в этом случае, да, у Зеленского возникнет срочное желание по линии разграничения заключить мир. А пока этого нет, ничего этого не будет. Тут Ничего, то смотрите, есть... тут еще очень важный момент. Все пестрят инсайдами и говорят, что несмотря на обстрелы жесточайшие, там ждут еще 2 обстрела в ближайшие 2 недели, или там раз в 4 дня, раз в 5 дней. Ну, в общем, считают это все. Все равно Украина считает, что до зимы война закончится. На это все расчеты. Все равно все-таки, а вот до зимы. Ну, тут ларчик проще открывался. Тут в таких есть, знаете, есть издания, которые там как бы рубят вот это вот все таблоидные, а есть те, которые такие скучные, их скучно читать, но иногда полезно для мозга. А Киев не готов к зиме. Там вышел Кличко, чего-то сказал, что вот там готовимся, ля-ля-ля. А люди, которые в теме, говорят, слушайте, а не готов и уже, опять-таки, ну, это слухи. Мы не будем источники, там, не хочу тень на плетень наводить. Слухи. По слухам, на совещании у Зеленского было четко предложено, вот пока сейчас июль, пока вот эвакуацию с отдельных районов, которые они обеспечены вот этими, ну, скажем так... Канализацией, прежде всего, и водой, скажем. Ну, и тепло, понятное дело. То есть, и теплом. Понимаете? И теплом. То есть тут, Да. тут становится вопрос ребром. И лучше тихонько, планомерненько, вот сейчас как-то там вот планчики туда-сюда, тут в Киевскую область, где-то там чуть рядышком, чуть еще что. И якобы Зеленский ответил нет. А то как, начнется паника. Ну, вы что, эвакуировать столицу? И запретил этого делать. Сразу видно, это тот самый Зеленский, который сказал, а что там всех эвакуировать, говорить, что завтра война, финансы уйдут. Да, Зеленский так делает, потому что, еще раз говорю, у него пиар на первом месте. И он этот пиар умело использует. И он доказал, что он супер, наверное, номер 1 военный пиарщик на планете. Потому что, ну, вот прямо он управляет пиаром очень хорошо. Если он сейчас начнет эвакуацию, в основном с левобережных районов, где уже они лишены отопления, понятно, что там ТЭЦы выбиты, электричеством, наверное, можно отапливать. Вопрос, что Россия сделает с этим электричеством с наступлением зимы, он открыт. Учитывая то, что произошло на заводе Визар сейчас, я думаю, что у России какие-то, если и были ограничения, они уже сняты. Так что его полупят. Но он на это никогда не согласится, потому что это будет, ну, неправильно. Здесь же еще вопрос в другом. Вообще, сама постановка вопроса об эвакуации зимой, которая звучит сейчас, говорит о том, что ну, никто не собирается, как вы говорите, в ближайшее время вот это вот все делать. Это первое. Второе. Определенные, я не хочу просто разводить слухи и сплетни, определенные мобилизационные мероприятия происходят в Беларуси сейчас. Но это уже как бы информация с мест. То есть, уточнение воинского учета там и все. Какие-то мобилизационные позывы, наверное, к этому все, это нормально, когда идет война, какие-то мобилизационные позывы были и здесь, в России. Но давайте возьмем, вот как вы говорите, есть всякие скучные СМИ, скучные заявления. В России есть такой скучный человек, который называется пресс-секретарь президента России Песков. Вы же знаете, что в России за слово «война» по отношению к СВО можно и как бы и получить по шапке. Так получали многие, да. И получали. А здесь сам Песков говорит, что это уже не СВО, это очень похоже на войну, это уже война. Вот то, что сейчас происходит, Песков говорит, пресс-секретарь президента, я его могу цитировать. Он говорит, что это уже война. И, значит, никто не собирается ничего эвакуировать Зеленский, потому что, ну, понятно, для него это паника. А с другой стороны, если они уже смотрят на октябрь-ноябрь, это первые холода в Киеве, значит, они понимают, что до октября-ноября это все будет. Второй момент – выборы. Выборы Украина и Россия. До выборов что-то делать. Ну, Зеленский, если до выборов прекратит войну, например, ну, не он прекратит, а его прекратят. Ну, ему скажут партнеры, давай прекращай. Он не удержит власть, скорее всего. В России выборы никто тоже переносить не собирается. В России будут выборы в Государственную Думу этой осенью. Но вот что будет после выборов? Ну, после выборов, скорее всего, говорят уже, многие очень люди говорят о мобилизации в России. А у Украины
мобилизационный потенциал есть, да, но тогда придется двигать молодежь. И сейчас вот выселение украинцев там из Польши, из Германии, в частности, призывного возраста и так далее. Вот это, если все случится, мы с вами просто должны понять, что ни в этом году, в 26-м, даже до зимы эта война не закончится. И, возможно, продлится в 27-м году. Так что я не вижу никаких перспектив для мира. Хотя Трамп и пишет, а и, между прочим, Сырский, да. Ну, Сырский это же главнокомандующий. А он говорит, что Россия готовит прорыв к Киеву через Чернигов. Вот. Это же Так тем заявляет более, официально. так тем более надо эвакуировать людей. Так, Я еще раз вам повторяю, логика отсутствует, ну, то есть она какая-то неправильная, обратная, понимаете, то есть, ну, все какие-то, иногда я вот смотрю, слежу за этими всеми новостями, все выходят с заявлениями ради того, чтобы сделать заявление. Но если Сырский говорит, готовится прорыв к Киеву, то что нужно делать? Ну, женщин, стариков, детей. Подождите, всех. а вы не допускаете, что Сырский не может взять и все, что ему в голову взбрело, и рассказать? Ну, то есть, какие-то вещи, наверное, он согласовывает, по идее, да? Он же как бы не такой неспокойный. У нас там все, что взбредет в голову, может говорить только Зеленский. Сырский нет. Если Сырский это заявляет, а давайте с вами пофантазируем. Потому что, еще раз говорю, в этой войне всегда исходы любых планов были самыми фантастичными. Мы с вами предположить не могли, что эта военная операция затянется на 5 лет. Ну, никто же не мог в страшном сне подумать, что она уже больше, чем Вторая мировая война по срокам, фактически, да, приблизилась. Так вот, ну, Великая Отечественная. Вторая мировая, конечно, еще больше была. Так вот, Сырский заявляет, что Россия готовит прорыв через Чернигов на Киеву. Вот. Но давайте представим себе, что, допустим, Россия уже готовила прорыв к Киеву и даже успешно его осуществила. Россия перекрыла трассу Житомир-Киев. Россия перекрыла железнодорожное сообщение по станции Фастов. А мы знаем, как идет железка в Киев, идет через Фастов. Российские войска стояли в Фастове. Что им надо было сделать? Постоять там еще 2 недели, чтобы те грузы, которые идут в западной части Украины, они просто не доехали к линии боевого соприкосновения. Да, там была опасность локальных окружений и так далее. Но этого не произошло. Россия внезапно отводит войска, снимает окружение Киева, отводит войска якобы из-за стамбульских каких-то договоренностей. Так вот, представьте себе, допустим, Сырский прав. И, допустим, Генштаб России готовит наступление на Киев со стороны Чернигова. И Сырский уже заранее знает, что никакого захвата Киева не будет. Вы не допускаете такого? А прорыв будет. Он говорит, будет прорыв. Прорыв будет, а захвата не будет. По каким причинам? Да по таким причинам, что это ловушка. Это ловушка, возможно. Это такая же ловушка, как первый раз была в 22 году. Когда 1500 танков сожгли там в Буче где-то там на ближних подступах к Киеву. А если бы их не сожгли, то другая бы была операция. Но их сожгли. Да? Так вот, не допускайте, что Сырский знает, что Россия может предпринять попытку захвата Киева через Чернигов, предварительно обработав Киев, обесточив его полностью, отключив вот эти все 750 КВА, которые идут с атомных электростанций, разбив всю логистику топливную, оставив Киев без топлива. И вот, например, после такого, где-нибудь к осени, к октябрю месяцу Россия предпринимает повторную попытку окружения Киева. Но дальше случается Трамп, Стамбул, Анкара, переговоры, и Россия опять отводит войска. Не допускаете такое? Просто если бы мы с вами входили в один клуб, и по вечерам сидели и обменивались не для экрана, не для телевизора какой-то информацией, да, если предположить, что все именно так, то как бы почему это нельзя исключать? Я не исключаю. Есть же какие-то договора, о которых мы с вами не знаем, которые сейчас нарушены. Есть же какие-то договора, по которым Зеленского нельзя трогать и Путина нельзя трогать. Но они, видимо, по всей видимости, уже нарушены, эти договора. Так почему бы не затащить Россию в очень сладкое предложение? Например, давайте так. Например, Россия в октябре проводит срочную мобилизацию, берет 1,2 миллиона человек.
Для того, чтобы закончить войну, наносятся удары по логистике. В конце концов, да нанесите вы удары по 4 этим точкам, где колесные пары меняют на европейскую колею. Ну, блин, ну вопрос. Ну, ладно, вы в мосты не можете понять. Но эти точки-то можно разнести. Они абсолютно разносятся легко. И любым видом вооружения, да вот гиперзвуком даже, да, пошлите и разрушьте их. Сколько дней понадобится, чтобы закончилось топливо? Украина не испытывает трудностей с топливом, кроме тех мест, где сейчас вынесены АЗС. А Россия испытывает по всем, а Украина нет. Украины нет трудностей с топливом. Кроме там вот Харьковской области, частично Николаевской, Запорожской и так далее. Это не делается. А это можно сделать? Можно. Рядовые граждане, у которых нет военного образования, задаются вопросом, а почему это не делается? Ну, потому что, видимо, есть какие-то другие планы. Эти планы очень серьезные, многоходовые, тяжелые для понимания. Мы с вами этого не понимаем. А Сырский знает. Поэтому Сырский заявляет, Россия нападет на Киев. Он же не говорит, что успешно нападет. А Зеленский говорит, не будем эвакуироваться. Но мы с вами помним эту историю, когда в феврале 22 года посольства иностранные из Киева вышли во Львов. Были эвакуированы. А сейчас даже ничего не эвакуируют. Потому что все понятно. Не закончится эта война, Александр. Мое ощущение, по логике, она не закончится. Потому что главные цели войны не достигнуты. Украина должна ослаблять Россию до тех пор, пока Европа не будет в состоянии напасть на Россию. Вот до тех пор надо ослаблять Россию, Украине. А поэтому какая сейчас может быть окончание войны? Да если сейчас будет окончание войны на полгода, например, или на сколько? Европе надо 1,5-2 года для того, чтобы с Россией воевать. Подготовиться надо. За эти 2 года Россия восстановит все НПЗ. Россия построит теперь уже укрепленное подземное хранилище. Россия по иранскому типу сделает подземные пусковые установки. Ну, то есть, подготовиться таким образом, чтобы ей не смогли нанести обезоруживающий удар. То есть, там уже будет другая война совершенно. Поэтому нет, это никому не выгодно. Поэтому этого не случится. Я вот только из этого исхожу. А то, что там на поле происходит, на поле, в Константиновке, то, что Зеленскому не дадут выступить с речью на саммите в Анкаре, или вот это все частности, это какие-то такие мелочи. Надо видеть глобальный план. Война с Европой будет. В этом уверены все люди, у которых есть военная подготовка и стратегическое мышление. Никуда она не денется. Будет война Европы с Россией. Все, это уже установленный факт. Поэтому, чтобы в этом промежутке дать России передышку в год или 1,5, чтобы она довооружилась, что-то поменяла там и так далее, никто не даст. Поэтому Украина будет до последнего тянуть ценой жизни своих граждан и солдат на поле боя, да, ценой разрушения инфраструктуры. Украина до последнего будет тянуть свою лямку. Потому что так хотят глобалисты, так хочет Европа и так сказали Зеленскому. И Зеленский будет тянуть. Вот такая аналитика. Геннадием был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Добра и света.